Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач об героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева Рузбакова был написан пятитомный роман-эпос в прозе. Затем я его перевел на русский язык, и оба версии моего романа-эпоса в данное время включены в школьную программу по кыргызской литературе для изучения в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манаса. А теперь я продолжу чтение своего романа. «Ребята, — сказал Айнакул, — нас здесь собралось 84 человека. Самому старшему из нас 25 лет, а младшему 15. Правильно?» «Да, — ответили собравшись. — Может быть, нам стоит не толпиться вот так, без главы, а выбрать кого-нибудь из нас господином, поднять его на белую кошму и провозгласить ханом?» «Прекрасная мысль! — расхохотался Кукчев, лежавший на красном тюфяке, разосланном на зеленой траве. — Но кого нам избрать? Для того, чтобы никого не было обид, сделаем так, — ответил Айнакул. Кто хочет стать ханом, пусть зарежет своего коня и угостит нас. Когда возвратится воин, мы от всей души будем называть его правителем. Пусть тогда никто не смеет отказываться от своих слов, утверждая, что сел коня в шут. Согласны на это? Согласны, уныло ответил за всех Кукчев. Тогда кто хочет стать ханом и зарезать коня? С улыбкой обратился к друзьям Айнакул. Кто проявит щедрость? Все поглядели друг на друга и промолчали. Какой дурак согласится на это предложение, высказанное полушутя, полусерьезно, подумал про себя Кукчев. Какой идиот зарежет своего коня? Если нет подвластного народа, кому нужен такой пустой сан? Посмотрев на лица стоявших рядом товарищей, Кукчев понял, что они испытывают такие же чувства. Как будто не замечая этого, Айнакул приступил к претворению своего предложения в жизнь. «Шакман», — обратился он к среднего роста, широкоплечному, смуглому манжуйцу, сидевшему справа от него. «Будешь нам ханом?» «Я бы с радостью согласился», — поспешно ответил побледневший Шакун. «Но когда нас осадили алтайские калмаки, я отказался от своего имени и стал слугой Манаса. Вы сами знаете, что слуга никогда не может стать ханом, поэтому я вынужден отказаться от столь лестного предложения». Как бы соглашаясь, Айнакул кивнул головой и обратился к рослому, желтолицому, скуластому сыну Ошкура, Назарбеку, сидевшему слева от него. «Как ты смотришь на то, чтобы стать нашим правителем?» – спросил у него Айнакул. «Назарбек – самый достойный кандидат», – зашумели джигиты. «Он очень справедливый, честный джигит и будет нам прекрасным ханом. Я признателен вам за оказанное доверие», — оскалил зубы Назарбек, взбешенный про себя. «Но я не могу принять его. Я в 8 лет отдал Манасу свободу и стал его слугой. Вам необходимо избрать ханом другого». Айнакул по очереди предложил ханство Кукчеву, сыну Каракоджи Калдару и другим 5-6 джигитам. Все под различными благовидными предлогами отказались от них, и никто не захотел резать коня. Увидев это, Кукчев, встав с места, сердито обратился к собравшимся. «Джигиты, — сказал он, — оставим пустой треп. Ради издевательских слов только идиот может зарезать коня, но ни один разумный человек не пойдет на это. Поэтому прекратим шутки. Если вы так голодны, потерпите сегодня.
Завтра, если не найдете оленей, постреляйте в куропатых. Если не найдете их, поохотитесь на морал. Если совсем ничего не найдете, возвращайтесь обратно в Аилы. Эти слова разозлили среднего роста, волтолицу, полноватого сына Аскара, Чабая. «Ты что за чушь мелешь, Кукчо?» — сердито спросил он. «Ты из ханского рода, издревле проживающего в Сары-Арке и повелевающего многочисленными казахами. С рождения ты не бедный человек. Пусть другие говорят такие слова, но ты не мути народ, не болтай глупость и сиди смирно». Все, притворно рассмеялся Кукчо. Если это я смущаю народ, я замолкаю. Но если ты, Чаба, нашел халявный скот, зарежь коня и стань нашим ханом. Нет, я не могу так поступить, ответил побагровевший Чаба. Ты не хочешь резать коня? Нет. В таком случае отбрось в сторону свое высокомерное, снисходительное отношение ко мне, насмешливо посмотрел на друга Кукчо. Не зная, что ответить таким метким словам, ошеломленный Чаба сник и замолчал. Когда Айнакул вновь повторил всем свое предложение, никто не согласился. Оно не было сделано только ему самому и Манасу. Айнакул со смехом обратился к другу Шаку. Ребята отказываются стать ханом, считая себя недостойным этого высокого звания. По-моему, нет никого, кроме тебя, достойного этого места. Поэтому, может быть, ты согласишься стать нашим ханом, друг мой. Правильно, стали хохотать джигиты. Самая лучшая кандидатура – это Айнакул. Сын Саламата молча, с улыбкой смотрел на них. Джигиты, сказал он, когда затих шум, за то, что вы предложили мне ханство, оказав высокое доверие, с таким шумом поддержали меня. Я чувствую себя на 7-м небе от счастья. Я бы никогда не отказался от этого положения. К сожалению, я тоже не могу стать ханом. Почему? Недовольно спросил у него Шак. В свое время, проиграв Манасу схватку, я стал слугой и назвал его господином. Увидев силу, великодушие Манаса своими глазами, я получил на всю жизнь незабываемые впечатления. Джигиты, если вы согласны, давайте изберем ханом Манаса. Манаса, с сомнением переспросил Шапун, самого младшего из нас? Но справится ли он с ханством? Правильно, кивнул головой Айнакул. Манас самый младший из нас, но своей храбростью, подвигом он прославился на весь кыргызский народ. Его отец Жак очень богатый человек. Если выберем Манаса ханом, он будет нам очень хорошим правителем. Айнакул прав, снова зашумели джигиты. Манас самый достойный кандидат в хана. Воодушевленный тем, что все его поддерживают, Айнакул обратился к Манасу, до сих пор молча наблюдавшего за этим спором. Манас, сказал Айнакул, ты слышал мнение народа? Слышал. Что ты на это скажешь? Согласен стать ханом? Ну, что я могу сказать? Широко улыбнулся Манас. У отца имеется много сыновей, а у лошей бывает и метиши. Это не годится для вас. Где это видно, чтобы, зарезав коня, стать ханом? Мы приехали в долину Черкестана в поисках оленей, чтобы поохотиться. Если все загорелись желанием съесть мясо одного коня, так уж и быть. Я не буду ездить верхом, но не дам испортить настроение и зарежу акулу. Не подумайте, что я пожадничал и не захотел пожертвовать скотиной. Молодец, Манас, завопили от восторга джигиты, подняв кровь до небес. Сидевший рядом с Манасом среднего роста, широкоплечий, смуглый Чагабай остался очень недоволен другом. «Ты что наделал?» — ткнул он в бок Манаса. «Зачем режешь акулу
из-за дурацкого предложения Айнакула. Медленно откажешь от своих слов. Нет, покачал головой Манас. Почему? Настоящий мужчина никогда не отказывается от обещаний. В таком случае речь не о акулу, а другого коня, возмущенно сказал ЧГБ. Акула в будущем тебе будет рукой вместо рук и ногой вместо ног. Нет, я не могу так поступить. Сначала дать разрешение зарезать акулу, а затем, отказавшись от своих слов, проложить другого коня. Это будет равнозначно тому, что я подниму свой плевок из земли и обратно засуну в рот. Ладно, ладно, нетерпеливо ответил ЧГБ. Если только по этой причине ты не можешь зарезать другого коня, предоставь решение этого вопроса мне. Не успел Манас ему ответить, как Чигвай вскочил со своего места. Друзья, сказал он джигитам, собравшимся поймать акулу, слушайте меня, нам не стоит резать акулу. Он очень худой, костистый конь. Если зарежете ее, сами останетесь недовольны. А у Манас есть другая лошадь, кроме акулы? Обеспокоенно спросил Кукшер. Да, есть, готовность, ответил ЧГБ. У меня на руках есть очень толстая, никогда не знавшая ни кнута, ни седла, жирная кобыла. Давайте зарежем ее, привяжем флаг, изготовим знамя и изберем Манаса ханом. Все согласились с этим предложением. Зарезав гнедую кобылу, освежевав ее, положив в казан мясо, они сварили наваристый вкусный бульон. После сытной трапезы Айнакул обратился к товарищам. А ну-ка, джигиты, стерпим свое слово и изберем Манаса ханом. Не надо, ребята, со смехом ответил богатырь. Я не ради этого зарезал коня. А мы именно для этого съели твою лошадь. Теперь должны выполнить обещание. Друзья, оставьте меня в покое. Не нужно ханство, захлебывающимся от смеха голосом произнес Манас и стал убегать от товарища. Но они поймали его. Не давая ему вырваться, джигиты посадили Манаса на белую кошму. Наш хан Манас, громко провозгласил Айнакул. Мы все его слуги, с громким смехом и хохотом ответили остальные ребята. Воткнув к входу палатки Манаса синее знамя, джигиты 7 раз обошли его. Шутками, прибаутками, смехом джигиты провели этот день и вечером улеглись спать. На следующее утро, после завтрака, Манас обратился к товарищам. Друзья, хотя я не хотел, вы избрали меня ханом. Позвольте мне высказать свои соображения по этому поводу. Говори, разрешил Айнакул. Давайте не будем здесь отдыхать, проведем разведку, предложил Манас. Перейдем Алтайские горы, а затем пойдем к реке Уркун, Марал-Кечу. Может быть, китайцы готовят против нас свои войска. Выясним это. Если поймаем грабителей воров, уничтожим их. Джигиты согласились. Быстро собрав свои палатки, оседлав лошадей, нагрузив на них весь скарб, натянув двойные веревки, они двинулись в путь. Отдавая дань уважения новому сану Манаса, джигиты ехали не вровень с ним, а чуть позади. С одной ночевкой они перешли хребет Анир и без труда добрались до Марал-Кечу, берега реки Уркун. Добравшись до места, Манас увидел, что по берегам Уркуна расположен кустарниковый лес, густо растущий на плоском склоне горы. Тысячи птиц гнездятся на вершине вековых чинаров, горных тополей. При виде такого множества незнакомцев в безлюдном лесу птицы начали взволнованно чирикать, беспокойно летать туда-сюда, как будто защищая своих птенцов. Охотники были оглушены и обескуражены быстрым течением грозно бурлящего Уркуна, дальняя сторона которого была заперта в глубоком ущелье. Пройдя реку, они заметили, что ущелье постепенно расширяется, и река широко разливается, постепенно достигая
степь Марал-Кечу. Там охотники увидели дорогу, разделявшуюся на 3 разные стороны. Вдоль нее густо росли тополя и ивы, а вокруг паслись многочисленные животные, как будто все живые существа собрались в этом месте. Манас и его товарищи решили провести 5-6 дней в Марал-Кечу. Они привязали лошадей к деревьям, установили походные палатки на зеленой поляне. Когда им становилось скучно и тоскливо, джигиты охотились на косуль и оленей, а если нет, просто лежали и отдыхали. В это время с другой стороны поляны подошли 900 китайских солдат во главе с богатырем Нукером. Их направил сам Исин-хан, чтобы разузнать о судьбе каравана, отправленного на Алтай 6,5 лет назад. «Найдите следы 45 бесследно пропавших верблюдов», — грозно приказал китайский хан. Пройдя через Алтайские, перевернув Оролские горы, проведайте Алоке, Ванджане, князя Кашкара, Ханку, правителей Джаркента и Котана. Если понадобится, идите в Самарканд и разузнайте все о моем караване. Безжалостно рубите голову тем, кто будет вам мешать. Следуя приказу Исин-хана, высокий, широкоплечий, золотолицый Нукер отправил солдатов в долгое опасное путешествие. Достигнув Уна, на его другой стороне китайцы увидели, как Манас отдыхает со своими товарищами на лугу. «Мне повезло», — обрадовался Нукер, облаченный в синий панцирь. «Менее 100 алтайцев находятся передо мной. Отправлю сотни человек за ними. Пусть они поколотят тех, кто не захочет идти. Кому суждено, тот умрет, а выжившие придут и ответят мне». По его приказу сотня солдат отправилась на берег реки. Дойдя до нее, они увидели, что ледник сошел с горы, поэтому Уркун неистово бурлит. Из-за присоединившегося притока Джайцана вся река почернела, и в воздухе явственно чувствовался запах крови. Стоявший на берегу лес ревел, расположенные рядом горы звенели, тополя взвились ввысь, как свечи, а вышедшие из берегов речные волны разошлись под берез и под самое колено. Грозный рев реки до смерти напугал воинов Нукера. «Никто не может пересечь эту реку», — сказали они. «Если кто-то решится на это, ему не сдобровать. Если войдем в Оркун, все погибнут. Давайте отправим кого-нибудь к Нукеру. Если он прикажет, будем переправляться через реку. А если нет, вернемся обратно». После этого они направили одного из воинов к своему начальнику. «Какие вы трусы!» — набросил на посланника Нукер, услышав эту просьбу. «Кто скажет, что вы воины? Пусть все, не опасаясь реки, перейдут Уркун». Когда посланник дал этот ответ, воины, отчаянно молясь своим богом, поневоле бросились в воду. Почерневшая от бурного течения поверхность Уркуна моментально разбросала их в разные стороны, в результате чего они то там, то тут оказывались над водой, как утки. Только те из них, кто не выпустил из рук гриву своих лошадей, кое-как смогли пересечь реку. Когда они достигли берега, то при подсчете выяснилось, что 20 из них утонули. Остальные 80 воинов выжили мокрую одежду и, бредя по ивовому лесу, поспешили к месту, где лежали Манас и его товарищи. Кокчо, стоявший на дозоре, прекрасно видел, как китайцы вошли и вышли из Уркуна. Он немедленно вернулся к Манасу и рассказал ему об увиденном. «Повелитель», — сказал он, — «эти люди, вооруженные копьями, мечами и секирами, идут сюда неспроста. Они сходу бросились в Уркун. Если начальство не прикажет, какой человек добровольно войдет в такую страшную бурную реку? Чужаки идут явно с враждебными намерениями». «Ты прав, богатырь», — кивнул головой Манас. «Без приказа никто не пойдет на верную смерть. Поэтому, седлайте коней, следите за чужаками.
Если это враги, немедленно начинайте теснить их. Но не успели они оседлать лошадей, как к ним подошли китайцы, запыхавшиеся от быстрой ходьбы. Их высокий, широкоплечий, смуглый начальник остановил свою лошадь рядом с монахом. «Ты из народа Алтая?» — грубо спросил он богатыря. «Да», — ответил монах, одетый в белый колпак, красный верблюжий халат с широким синим поясом, украшенным драгоценными камнями. «Откуда вы идете? По виду ты похож на хана. Кто ты? У вас нет скота для выпаса или сада для посадки. К тому же вы вооружены. Кто вы, похожие на охотников, охотишься на холмах?» — забросал вопросом монах и китаец. Раздраженный грубостью незнакомца, богатырь погасил свой гнев и вежливо обратился к начальнику. «Вы так бесцеремонны, — сказал, — кто вы, что так высокомерно ведете себя?» Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.